Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео я вам покажу, как связать вот таких вот мишек. Они могут быть разного размера. Об этом я расскажу дальше в видео, поэтому смотрите, там будет эта информация. Мишки очень классные, ножки будут на суставах, они крутятся, подвижные. Мишка хорошо сидит самостоятельно. Очень красиво выглядит. Многие из вас меня просили об этом мастер-классе, поэтому вот, пожалуйста. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. От вас я, как всегда, жду лайки, комментарии под этим видео. И желаю вам творческого настроения для создания вот таких вот чудесных мишек. Вязать я буду из пряжи Himalayan Dolphin Baby. Сейчас я буду вязать розового мишку. Взяла цвет номер 303. Вот характеристики пряжи, кому нужно. Крючки рекомендуемые. Я буду вязать крючком номер 4. Это у меня основной. И крючок номер 5 мне понадобится для шарфика. Шарфик я буду вязать пряжей Alize Softy Plus. Но, в принципе, можно шарфик связать из любой пряжи, какая у вас есть. Мишку тоже можно вязать любой пряжей. Хлопковой, плюшевой, толще, тоньше. То есть, какой вы привыкли вязать, такой и вяжите. Я вам сейчас расскажу, как из этой пряжи получится, какого размера мишка, какие материалы понадобятся. Ну, там, размер глазок, носика. И потом расскажу, как можно сделать его больше, тоже какой носик взять. Покажу вам фотографии, как выглядит мишка большего размера. То есть сейчас ко всему этому подойдем. Этот мишка у меня получился 35 сантиметров, и мне на него хватает 2 мотка пряжи Himalayan Dolphin Baby. Вам, не знаю, мне кажется, некоторым может не хватить, судя по комментариям на другие мои игрушки. То есть это все зависит от плотности вязания, от самой пряжи. Где-то ее может быть, ну вот заявлено, что должно быть 120 метров, но на самом деле может быть немножко по-другому, больше, меньше. То есть такое дело присутствует. Ну, где-то 2 мотка должно хватить, но может быть лучше пусть у вас будет в запасе еще полмоточка, чтобы вот 2,5 вы точно уложились. Игрушка большая, поэтому и пряжи, соответственно, нужно больше. Ну, игрушка очень классная, она того стоит, вы сами это видите. Ножки на суставах, то есть мишка может сидеть, ножки крутятся. У меня сустав 25 миллиметров, пластиковый. Хорошо держится. Кстати, всю фурнитуру, пряжу, все можно купить в моем магазине, если вы из Украины. То есть доставка только по Украине. Вот все, что нужно на этого мишку, наполнитель, там пряжа, вся фурнитура, все можно купить в моем магазине. Ссылочку вы найдете в описании под видео. Дальше переходим к материалам. Нужны глазки 12 миллиметров на этого мишку. Глазки можно использовать любые. Как вы видите, на голубом мишке у меня просто обычные черные глазки. Здесь я хочу к розовому мишке вставить розовые глазки и розовый носик. Носик 22 миллиметра. Тоже на крепление. Понадобится иголочка для сшивания деталей. Кстати, про сшивание деталей. Мишка вяжется очень легко и просто. Можно уровень поставить даже для новичков, потому что все вывязывается цельно. Ножки вставляются, ручки ввязываются, голова вывязывается, то есть ее не нужно будет пришивать. Нам пришить нужно будет только мордочку, ушки и носик. Ой, носик, хвостик. Крючок номер 4, номер 5 я сказала. Так, маркер, ножнички, ну, наполнитель. И в принципе все. Давайте сразу вам расскажу про мишку большего размера. Вот фотографии, пожалуйста, тоже можете наблюдать, как это выглядит. Если этот мишка 35 сантиметров, ну и по объему он поменьше все равно получается. И большой мишка 42 сантиметра, тот, которого вы могли видеть у меня в Инстаграм и на YouTube, сюда вроде я тоже выставляла.
Так вот, этот мишка у меня связан из пряжи Alize Velluta, она потолще, чем вот эта вот плюшевая пряжа. Поэтому там и размер, и объем все гораздо больше получается, очень тоже классно смотрится. Там я использовала глазки 14, нет, не 14, 16 миллиметров. Ну, кстати, этому мишке тоже можно либо 12, либо 14. Это вы уже смотрите, как вам больше нравится. В мишке из Alize Velluta 16 миллиметров глазки и носик 24 миллиметра. Вязала я из Alize Velluta 5 крючком самого мишку, ну и шарфик тоже 5 крючком. А так все, сустав там можно и 30 миллиметров использовать, и 25, то есть как вам больше нравится. Ну и все, а так вяжется все один в один. Просто используете другую пряжу, и у вас уже другого размера мишка получается. Сейчас мы будем вязать ручки-ножки. Одну ножку, одну ручку я уже связала. Давайте начнем с ручки, чтобы вы привыкли к вязанию. Она легко вяжется, а потом уже перейдем к ножке. Так, крючок номер 4. Как обычно, для начинающих в правом верхнем углу в подсказках я прикреплю видео. Пожалуйста, кто не умеет совершенно, вот не умеет вязать, вы можете перейти на это видео. Я там все подробно рассказываю, показываю основные моменты, которые вам понадобятся именно для вязания игрушек. Вот если вы посмотрите это видео, сможете связать такого мишку, даже если вы никогда до этого не вязали. То есть там запомнить основные приемчики, так сказать, и потом у вас все получится. Здесь я просто уже вяжу и рассказываю вам, как я это делаю. Я не делаю кольцо амигуруми, я делаю петельку и 2 воздушные петли. И в первую набираю, в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы ручку вяжем, напомню. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку вяжем по 2 столбика без накида. Можете поставить маркер, можете не ставить. То есть это уже как вы вяжете. 1 прибавка. 2, 3, 4, 5, 6. В третьем ряду вяжем 12 прибавок, тоже в каждую петельку по 2 столбика без накида. Так мы делаем до конца ряда, и в конце ряда получится 24 столбика без накида. То есть целый ряд вяжем просто по 2 столбика без накида в каждую петельку. Это я провязала. Вот такая вот красота получилась. Дальше с 4 по 8 ряд включительно, то есть это 4, 5, 6, 7, 8, 5 рядов, мы вяжем по 24 столбика без накида в каждом ряду. Просто в каждую петельку по столбику без накида с 4 по 8 ряд включительно. Вот смотрите, хотела показать, провязала я 2 ряда по 24 столбика без накида, дальше будет 6 ряд, вязание мы выворачиваем. В игрушках в основном всегда так делаем, в редких там исключениях мы этого не делаем. Вывернули вязание и вяжем уже вот так вот, это и гораздо проще. Это у нас изнаночная сторона, это лицевая. И вяжем дальше. Все, как я и рассказала. Это я довязала.
Дальше у нас идет 9 ряд. Будем вязать 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 20 столбиков без накида. Можно провязать 1 столбик без накида, перенести маркер и вяжем дальше. 2, 3, 4. И делаем убавки. Я делаю за передние стеночки убавки. Кому нужно более подробно, чтобы я показала, то вот здесь вот в правом верхнем углу тоже прикреплю видео отдельно по убавкам. Пожалуйста, переходите, смотрите. Так, 1 раз мы сделали. Теперь снова 1, 2, 3, 4. Убавка. Это 2 раз. 1, 2, 3, 4. Убавка. Это 3 раз. И еще 1 раз. 1, 2, 3, 4. Убавка. Это 4 раз. А теперь нам нужно 10, 11 и 12 ряд, то есть 3 ряда, провязать по 20 столбиков без накида в каждом ряду. То есть просто вяжем в каждую петельку по столбику без накида с 10 по 12 ряд включительно. Это я провязала. Дальше у нас идет 13 ряд. Будем вязать 8 столбиков без накида, 1 убавка. До конца ряда как раз 2 раза у нас получится так сделать. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем 3 ряда, 14, 15 и 16 нужно будет провязать по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Дальше у нас идет 17 ряд. Будем вязать 7 столбиков без накида, 1 убавка. Тоже так сделаем 2 раза как раз до конца ряда. И в конце ряда будет 16 столбиков без накида. И затем 18 ряд просто провяжем 16 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше 19 ряд вяжем 6 столбиков без накида, 1 убавка. Тоже так вяжем 2 раза как раз до конца ряда. И в конце ряда будет 14 столбиков без накида. И затем 2 ряда, 20 и 21, просто провяжем по 14 столбиков без накида в каждом ряду. Это я довязала. Дальше делаем соединительный столбик в следующую петельку. Ниточку обрезаем. Хвостик длинный оставлять не нужно. Просто обрезали, затянули. И я еще протягиваю на другую сторону. Добавляем наполнитель, и ручки будут готовы. Вторую ручку вяжем точно так же. Наполнитель я добавила. 2 ручки готовы. И дальше будем вязать ножки. Начинаем вязать как обычно. Делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. Дальше идет 3-й ряд. Будем вязать 12 прибавок. Тоже в каждую петельку по 2 столбика без накида. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Можете поставить маркер, чтобы себя проверить. Вот так вот выглядит вязание. Дальше у нас идет 4-й ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 12 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. 1 столбик без накида провяжу, поставлю маркер и вяжу дальше прибавку. Это 2, 3.
В следующую петельку столбик без накида это 4. Дальше прибавка это 5, 6. И так до конца ряда. 7, прибавка 8, 9. 10, прибавка 11, 12. 13, прибавка 14, 15. 16, прибавка 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34, а прибавка это 35, 36. Вот связали мы этот ряд. А дальше нам нужно с 5 по 10 ряд включительно связать по 36 столбиков без накида в каждом ряду. То есть это 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 рядов мы вяжем просто без изменения в каждую петельку по столбику без накида. Это я провязала. Вязание обязательно выворачиваем. Вяжем дальше. У нас 11 ряд следующий. Вяжем 12 столбиков без накида в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь делаем 6 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 12 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Следующий ряд. 12 вяжем 9 столбиков без накида в начале ряда. Можно перенести маркер. Снова делаем 6 убавок подряд. И 9 столбиков без накида до конца ряда. Дальше у нас идет 13 ряд. Вяжем 8 столбиков без накида в начале ряда. Теперь делаем 4 убавки. И 8 столбиков без накида до конца ряда.
Вот так вот сейчас у нас выглядит вязание. Такая вот красота. Так, дальше нам нужно провязать с 14 по 24 ряд включительно по 20 столбиков без накида в каждом ряду. Вот у нас здесь сейчас 20 столбиков без накида. И вяжем просто с 14 по 24 ряд включительно в каждую петельку по столбику без накида. Добавляем наполнитель по мере вязания обязательно, потому что так красиво мы сможем сформировать ножку. Вяжем самостоятельно. Вот это я провязала, наполнитель немножко добавила. Дальше у нас 25 ряд, будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка. Так делаем до конца ряда, 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда получается 16 столбиков без накида. Затем 26 ряд, провяжем 2 столбика без накида, 1 убавка, тоже так сделаем 4 раза как раз до конца ряда. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Пока это провязываем, наполнитель не добавляйте, потому что мы будем суставчик вставлять. Я покажу, вот где мы это будем делать. Так, вот я связала уже. Теперь вставим суставчик где-то на 3 ряда ниже нашего вязания. Так, смотрите, можно либо ближе сюда, чтобы было косолапие, либо подальше, как хотите. И по суставчикам у нас же есть левая, правая нога, правая, левая. И вы должны суставчик ставить в одной ножке с одной стороны, в другой с другой, чтобы у вас не было там 2 левых или 2 правых ноги. То есть за этим тоже следите, когда будете вязать вторую ножку. Суставчики вставляем так, чтобы это были у нас 2 разные ножки. Ну и на одном уровне, естественно. Так, когда суставчик вставили, добавляем наполнитель уже в ножку. Маркер можно убрать. Добавляем наполнитель полностью уже. Так, наполнитель добавила. Теперь будем просто заканчивать убавками. Вот следующий ряд сделаем 6 убавок. Смотрите, если нужно добавить наполнитель, добавляйте, чтобы у вас красиво ножка смотрелась, потому что сейчас уже закроем вязание и все. Угу. Если вам нужно сделать больше убавочек, не 6, а больше, сделайте больше. Чтобы закрыть колечко. То есть это тоже допускается. Я сделала 6 убавочек. Сейчас сделаю соединительный столбик. Ниточку обрезаю. Вытягиваю. И прячу вовнутрь куда-то сюда. Вот так вот. Угу. И здесь я еще делаю узелочек. Вот так вот. Фиксирую ниточку. Ну и дальше тоже я прячу вовнутрь.
Так вот. Одна и вторая ножка. Вторую вяжем практически точно так же. Я уже рассказала, как мы ее делаем, чтобы суставчики были с разных сторон. И все. Красота. Красота. Так, а теперь будем вязать тельце, голову. И ручки будем ввязывать, а ножки потом вставим.